Привет, это Тостер. У нас много интересного домашней техники, почти 700 видео по теме на канале. Подписывайтесь, ведь нам с этим жить. Ну вот со всей этой бытовой техникой. Давно мы не снимали мясорубки, несколько лет вообще-то. А между тем, видео о них у нас на канале в топе по просмотрам. Любите вы мясорубки, котлетки? Так что обновляемся. Купили 6 популярных, если верить количеству отзывов о них на маркетплейсах, моделей по цене до 7000 рублей. Ну а что, мясорубка прибор несложный, используем мы его в быту, не каждый день, не каждый же день котлеты, так что тратить много на нее не хочется. Но качественный домашний фарш в моменте хочется. Вот мы и посмотрим, можно ли заплатить относительно немного и не разочароваться. Вот они, мясорубки, которым повезло попасть к нам на тест. Минута славы в этот раз для Scarlett стоит чуть дороже 3000. Милая такая компактная скромняшка. Синтек чуть дороже, тоже небольших размеров, что вообще-то важно. На кухне часто мало места. Tuvio – новомодная техника от Яндекс, а вообще-то с тех же китайских заводов, что и все остальные участники. Нет, это не шейминг, а констатация факта. И нет, такси она не заказывает и Алисе не подчиняется. Немного дороже выходит Китфорд. Я их люблю, потому что у них в коробке всегда много призывов оставлять отзывы за подарки. Может и нам перепадет. Вейсгауф. Название бренда звучит так, что хочется встать по стойке смирно, да? Меж тем мясорубка тоже китайская. Внешне выглядит с претензией на мясорубку подороже. И Redmond. Тут как раз дизайн без претензий, просто черная компактная и почему-то самая дорогая из всего секстета. Смотрите видео до конца, будут еще важные подробности о каждой мясорубке, фарш от каждой и наше обо всем этом мнение. Ваше тоже ждем в комментариях. Сразу давайте про два важнейших вопроса мясорубочного бытия. Соединение шнека с редуктором и шестеренки в самом редукторе. Пластик или металл? По первому вопросу. Почти у всех металл-металл. При этом максимально прилично все у Вейсгауф. Соединение шлицевое, многогранное, выглядит мощно и надежно. У остальных соединение шнека с редуктором попроще. Металлический шестигранник, что, в общем, соответствует заявленной производительности моделей и предполагаемым бытовым нагрузкам. А вот у малютки Scarlett металл-пластик. Для кого-то минус, но не такой уж значимый для бюджетной модели, если использовать мясорубку с умом, не пытать ее костями, хрящами и сухожилиями. Теперь шестеренки. У всех они примерно вот такие, пластиковые. Кроме Вейсгауф, тут шестеренки редуктора металлические. Сейчас, конечно, многие подумали, что суровый бренд Вейсгауф нам занес, но это не так. Была бы в этом случае рекламная маркировка видео. Я, честно говоря, даже не отследил это, когда выбирал мясорубки для съемки. И отлично, значит, можем в этих ценах до 7000 рублей найти разные модели. А вот стоит ли доплачивать и брать не за 3-5, а за 6-7 тысяч, об этом поговорим в конце видео. Каким вообще должен быть приличный фарш? Мы не кулинарный канал, но тут же все пересекается. Мясорубки же должны выдать нам фарш, за который не стыдно. Конечно, важно мясо, оно должно быть хорошим, а не хрящи и сухожилия. Собственно, и производительность мясорубок, вот эти 2-3 килограмма мяса в минуту, она фиксируется именно по работе прибора с качественным мясом. Это если фиксируется, а не указывается производителем от балды. Для традиционного котлетного свино-говяжьего фарша, делать будем его, лучше всего брать достаточно жирные отруба, лопатка, шея, окорок. Лучше готовить фарш из охлажденного мяса прямо из холодильника. Нарезать его нужно небольшими кусками. Слишком большие мясорубка будет передавливать, что скажется на качестве фарша. Да и затруднит работу мясорубки, нам это не надо. И мы сразу смешаем свинину и говядину, так все и в фарше равномерно распределится. Дополнительные ингредиенты — это уж кто что хочет. Мякиш хлебный в молоке, лук, специи. Делитесь, кстати, в комментариях своими рецептами фарша для самых лучших в мире ваших домашних котлет. В итоге мы должны получить фарш не слипшийся, не передавленный, практически без жидкости. И вот эти ниточки фарша, они должны
хорошо просматриваться. Посмотрим, как эти недорогие мясорубки справятся, и мы оценим, и вам все покажем, чтобы вы оценили. Малютка Scarlett. Компактный мотор выдает до 300 Вт номинальной мощности. Это как раз та мощность, которая и будет задействована в процессе приготовления фарша. А максимум при блокировке вала, если кость попадет и осложнит мясорубке жизнь, 1800 Вт. Одна скорость работы, есть реверс, это хорошо, особенно для маломощных бытовых мясорубок. Заявленная производительность до 2 кг мяса в минуту. В комплекте два перфорированных диска, отверстия 5 и 7 мм. Мы всегда будем использовать для фарша 5. Плюс стандартный набор насадок для кеббе и колбасок. В этот раз их делать не будем, но у нас есть видео с таким тестом мясорубок, ссылку оставим в описании. Лоток пластиковый, белый, довольно хлипкий, не очень практичный. Зато есть внизу корпуса отсек для хранения диска. Ножки, присоски тоже есть, это обязательно для таких малюток. Да, ну и посмотрим, что эта бюджетная модель Scarlett сделает с мясом. У нас одинаковые условия для всех мясорубок. Здесь диск пятерка, 500 граммов свинины, 500 граммов говядины. Мясо, конечно, неплохое, хорошее, но прям не идеальное. Есть и некоторые трудности с ним. Для фана, скорее, мы будем засекать время, потому что, какая разница в сущности, справится мясорубка с мясом там за минуту или за минуту 20. Так посмотрим, чтобы было понимание. Поехали! Вот так, никаких проблем, реверсом пользоваться не пришлось, чтобы обратно все прокручивать. Фарш хороший, да, то есть мясо не передавлено, качество фарша высокое. Зачет Scarlett, сколько там время? Минут 16, плюс я тут немножко подтормаживал. Вполне окей. Syntec, российский бренд с головным офисом в Краснодаре и производством, правильно, в Китае. Мясорубка тоже небольших размеров. Номинальная мощность 300 Вт, максимум при блокировке мотора 2000 Вт. Заявленная производительность до 2 кг мяса в минуту. Два диска для фарша 5 и 7 мм отверстия. Насадки для кеббе и колбасок, все как у всех. Напишите в комментариях, делаете дома колбаски или вот эти шарики мясные кеббе, используя такие насадки. Есть реверс, это здорово, ножки прорезиненные, но не присоски. У Syntec мы сразу кладем мясо в поддон, у Scarlett я это сделать забыл, так что минус 10 секунд из ее финального времени. Включаем мясорубку. Маленькое отверстие. Много времени потеряли на старте, это называется. Так, небольшой фейл у нас произошел, потому что я не зарядил телефон, тут начались всякие режимы включаться энергосбережения, но время у нас получилось минута 43, но вычитаем, наверное, я думаю, секунд 20, потому что я еще там в начале что-то протупил, плюс конец. В общем, минут 43, минус 20, минута 23 примерно. Tuvio. Поскольку это Яндекс, то с мясорубкой нашлось и все остальное, даже то, что не искали. Не только насадки для колбасок и кеббе, но и блок для использования разных терок. Самих терок 3 в комплекте, можно готовить разные вкусняшки. Если вам это нужно, супер. И есть понимание, что за недорого можно найти мясорубку с дополнительными приблудами. И это не только Tuvio, если что, но в нашем видео она. Кстати, напишите в комментариях, пользуетесь ли терками такими, если они у вас есть. Если да, то для чего, что трете? Реверс у Tuvio тоже есть и ножки-присоски. Номинал по мощности заявлен до 400 Вт при максимуме 1800 и 2 кг в минуту по мясу. И два перфорированных диска в комплекте. Tuvio от Яндекс. Я напомню, что время мы проверяем так, для фана, просто чтобы было. Не так уж важно это для бытовой мясорубки, за сколько она там мясо в фарш превратит. Здесь главное скорее качество фарша, и чтобы все было нормально. Окей, ладно, поехали.
Здесь, кстати, чуть побольше отверстия, чем вот было до этого, поэтому удобнее. Ну все. Минута 12. Фарш, это более важная история, получился отличный, претензий к нему нет. Китфорт, такой народный сейчас бренд. Тут заявлены 500 ватт номинальной мощности. Ого, так и не скажешь. При этом максимум скромный в сравнении с остальными участниками 1300 ватт. А вот производительность заявлена 1,2 килограмма мяса в минуту. Небольшая. Ну, как небольшая? За 5 минут это около 6 килограммов мяса, фарша. Ну, плюс-минус. Куда больше, если у вас не котлетная фабрика. Насадки для кэба и колбасок, естественно, тут как тут. А еще у мясорубки ручка на корпусе. Мелочь, а с ней куда удобнее. Ножки, присоски тоже имеется. И реверс. Вау, Китфорт, может быть, мы получим за обзор этой мясорубки какой-нибудь новый пылесос, Китфорт? Это ли несчастье? Ладно, работаем, включаем мясорубку и включаем время. Хорошо, пошло все. Ну вот так, минута 20-21, но это ни о чем особо не говорит. В принципе, с фаршем Китфорт справилась, да, но как-то что-то так. Ну ладно, фарш, в принципе, претензий к нему предъявлять не буду, он нормальный. Вейсгауф. Ну, кроме металлических шестерней редуктора и шлицевого металлического соединения его со шнеком, о котором я говорил ранее, тут еще интересен комплект поставки. Есть запасной соединительный элемент, вот металлический для шнека, это приятно. Диска для фарша 3. Кроме пятерки и семерки есть еще с отверстиями 3 мм. Такой хорош для паштетов. Такой самый нежный фарш получается. Для кэба и колбасок насадки. И это все можно хранить в отсеке сзади. Ручка есть на корпусе, но у Китфорт она сдвинута назад. И поэтому удобнее, чем тут. Металлический лоток для мяса, ну, приятная мелочь. Номинальная мощность 500 ватт, а максимум 1600 и до 2,5 килограмма производительность по фаршу. Нет ножек-присосок, но по понятным металлическим причинам она и тяжелее всех других участников, так что тут проходим. В общем, довольно прилично все за эти деньги, но за исключением, пожалуй, кнопок управления. Они как будто из 60-х годов прошлого века, громкие, трескучие какие-то. Ну вот совсем не понравилось то, как кринжово здесь делали управление. Давайте проверять. Ну, дело точно идет лучше, чем с Китфорт. Ну, минут 0,6. Редмонд, несмотря на громкие метаморфозы и пертурбации последних лет, найдите в «Коммерсанте» статью «Бытовая техника множится делением», бренд жив и, кажется, не сильно потерял в народной любви. Правда, так получается, что вот эта скромная мясорубка самая дорогая в нашем видео. Она компактная, черная, у нее вполне удобное управление, в отличие от предыдущей участницы. Есть реверс. Стандартная комплектация. 2 перфорированных диска, пятерка и семерка, пластиковый лоток для мяса, черный, не окрасится, кэбы и колбаски. 350 ватт номинальная мощность, 1340 ватт максимум. По мясу производительность до 1,6 килограмма. Мои любимые ножки-присоски, актуальные для таких компактных, легоньких мясорубок, есть. В целом это все по умолчанию характеристики мясорубки 1000 за 4, но тут почти 7. Почти 7000 рублей против говядины и свинины.
Слушайте, ну не знаю, стоит ли она на своих 7000 рублей, но, по крайней мере, с фаршем она справилась хорошо, не хуже других. Еще момент, на который я обратил внимание. У всех мясорубок серповидные ножи. Это хорошо, в отличие от крестообразных, на них меньше наматывается всяких жил. При этом ни в одной мясорубке нет так называемой защиты от дурака. Установить нож можно и неправильно, не той стороной. Правильно, плоской стороной к диску перфорированному, выпуклой к шнеку. Кстати, в мясорубке Weisgauf заявлен нож самозатачивающийся, но тут такое дело. Металлический нож мясорубки, он же взаимодействует в процессе переработки мяса с металлическим диском. Поэтому если диск более твердый, чем нож, то последний, то есть нож, будет самозатачивающимся в любом случае. В общем, тут все на практике придется познавать. Напишите в комментариях, как у вас с ножами вот этими мясорубочными. Точите их или они сами? Ну, вы все видели сами. Никаких проблем с переработкой мяса, с приготовлением фарша у нас не случилось. Даже жаль. Справились все. Да, мясо было хорошим, ну таким не самым сложным, но тут мы действовали в соответствии с рекомендациями производителей. Бытовые мясорубки, особенно недорогие, они вообще-то именно для несложного в переработке мяса и предназначены. Ну и надеюсь, что котлеты дома вы все же делаете из нормального мяса. Ну, чтобы они вкусные были. Рецептами домашних котлеток, кстати, делитесь в комментариях. Вывод я сделаю такой. За 4-5 тысяч рублей, не за 7 даже, сейчас можно купить мясорубку, которая для бытовых нужд раз в неделю-две сделать несколько килограммов фарша будет вполне окей. Более того, можно такую купить даже в ценах 3-4 тысячи. При правильной эксплуатации, а вот это очень важно, недорогая мясорубка нормально проработает не один год. Даже самая доступная по цене в этом видео малышка Скарлетт нас не подвела. А есть еще варианты помощнее, типа Weisgauf или Tuvio со всякими терками в придачу. При этом доплата, ну, не сильно большая получается. Навигация по видео есть, выбирайте ту мясорубку, которая нравится. Нет, ну продается их, конечно, гораздо больше. Разные модели, бренды, но ведь с этими из видео вы теперь близко знакомы. Потому что это тостер, потому что мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с любителями вкусных домашних котлеток. Мы есть на всех главных площадках: ВК-видео, YouTube, Рутюб, Дзен, Telegram, Одноклассники. Заходите еще на сайт Toster.ru, найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!